Итак, у тебя есть игра для меня? Да, сэр, новая часть смертельной битвы. Очень вовремя. С последней части прошло всего пару лет, но мои карманы уже начали пустеть. Извините, что? Я сказал, что наши игроки так ждут новую часть, что едва могут терпеть. Отлично. Расскажи мне, чем эта часть будет отличаться от других. Ну, вы знаете, как в прошлой части мы сделали игру очень мрачной и холодной? Да, мы сделали полный 18+. Вот, я решила, что если в этот раз мы сделаем игру пестрой и яркой? Разве мы уже не делали что-то подобное в прошлом? Да, но в этот раз, и вам понравится, мы оставим мультяшность смертельной битвы 9 и непривлекательность персонажей смертельной битвы 10. Насколько непривлекательными ты планируешь их сделать? Совершенно непривлекательными, сэр. Плоские тела, мужеподобные лица. Я постарался подобрать самых непривлекательных моделей и актрис для использования их лиц для игры. Должен признаться, в пылу сражения привлекательность персонажей в самом деле не так важна. Я так понимаю, мужские персонажи тоже станут более сдержанными во внешности? Нет. Что? Мужские персонажи будут, как всегда, перекачанными и полураздетыми, в то время как женские персонажи... Я им поменял классические наряды на полностью закрытые костюмы. Мне кажется, куда логичнее было бы просто добавить девушкам мускул. Нет. Ладно, расскажи мне про персонажей. Кто возвращается, кто нет, кто наши новички. Рад, что вы спросили, сэр. Я решил, что люди устали от киборгов и ниндзя, и решил не включать в игру Сектора, Сайрекса, Смоука, Мелину, Ермака, Рептилию, Рейна, Тремора. Пожалуйста, остановись, скажи мне, что ты хотя бы не вычеркнул Сабзира и Скорпиона. Конечно, Сабзира и Скорпион, конечно, я оставил. За кого вы меня держите, сэр? Слава богу. Также я решил не включать в игру Кенши, из-за его схожести с Киану Ривзом. Хорошая идея. Кто вообще любит этого Киану Ривза? Да. Расскажи про новичков. Наверняка это какие-нибудь эпичные герои. Очень эпичные, сэр. Из новых героев у нас будет коллекционер. Коллекционер. Звучит эпично. В чем же его фишка? Он коллекционирует. Вот это поворот. А кто еще? Повелительница стихий по имени Сетрион. И она, я так понимаю, повелевает стихиями. Яблочко, сэр. И последний новичок Герас. Так, а вот это имя мне ни о чем не говорит. И снова блестяще, сэр. Я давно хотел создать персонажа без какой-либо индивидуальности и личности. Кстати, я надеюсь, ты не забыл вырезать 5-6 персонажей из игры, чтобы люди могли заплатить за них отдельно. Обижаете, сэр, я вырезал гораздо больше. Надеюсь, это в основном герои, которые всегда были доступны в базовой версии игры. Именно так, сэр. Игроки должны будут заплатить отдельно за Синдел, за Ночного Волка, Шиву, Фуджина, Шансунга. Кстати, о Шансуне. Этот персонаж был наименее популярный в последней части игры. Ты придумал способ сделать его стоящим покупки? Да, мы используем образ актера из первого фильма «Смертельная битва». Потому что ностальгия? Потому что ностальгия. Мне также поступили звонки от нескольких компаний. Они дадут нам деньги, если мы включим в игру гостевых персонажей. Убедись, что информация не попадет в сеть. Будет сделано, сэр. А что насчет сюжета? Нам надо объяснить, как старые герои вернулись в игру. Да, так как игра развивается сразу после Mortal Kombat 10, многие герои уже состарились или умерли, и поэтому новый злодей Хроника призовет классических молодых героев помочь ей восстановить баланс. И под «помочь восстановить баланс» ты подразумеваешь смертельные драки? Именно так, сэр. Фантастика. Надеюсь, ты также вырезал часть сюжета, чтобы продать его потом отдельно. А что насчет игровой механики? Я помню, что в 10-й части механика была основной причиной популярности игры. Я бы не стал ее менять. Я полностью переработал механику, сэр. О боже. Видите ли, мой 6-летний сын не может прожимать бег, и я решил, что в 11-м Mortal Kombat можно от него избавиться. От бега, не от сына. Но игра задумывалась на более взрослую аудиторию. Также теперь у нас не брейкер, а breakaway. Звучит круто. А как это работает? Ну вы же помните, как работает брейкер? Вот это то же самое, только в разы неудобнее. Признаться, это хороший шаг. Усложнить механику в некоторых аспектах. А что насчет системы вариаций? Одни вариации по-прежнему намного сильнее других? Разумеется, сэр. Некоторые вариации будут откровенно бесполезными. Отлично. Да, и фаталити теперь имеют кинематографическое слоумо в конце. Что ты имеешь в виду? Ну, к примеру, Скорпион метнет кунай на цепи в отделенную голову соперника, и на этом анимация просто зафиксируется. Не оставит ли это у игроков чувство некоторой незавершенности? Конечно же оставит, сэр. Ну, а что вы думаете в целом? Знаешь, каждый раз, когда я думаю, что ты ничего глупее уже придумать не можешь, ты делаешь разворот на 180 и выдаешь нечто гениальное.
Похоже, мы имеем дело с лучшей частью смертельной битвы. Nice.